What I love in the Mirage RS is the big glide ratio you can have, and in the same time you can dive a lot. It's like for me 2 wings in one. Like if you put your trims flat, it's like a glider. You can go super far, super slow, and take off very quick. And then the time you arrive into the canyon, you can open your trim, put your wings steep. Then at this time it's like super easy to go in the canyon, to go down. Так, ну это было мнение одного из топовых пилотов, Валентина Далека, по поводу РС-ки. А мы сейчас пойдем и попробуем посмотреть, что вообще за конструкция, как оно летает, и расскажем вам все наши мысли и рекомендации. Так, небольшая распаковка. И посмотрим, какой вообще он из себя этот Mirage RS, из чего он сделан. Ткани, стропы. По ощущениям прямо тоненькая тряпка такая приятная, как шелк. Он, в общем-то, легче, да, чем другие спидики за счет этого. Я думаю, это положительно будет влиять на наполнение, особенно при слабых ветрах. То есть теоретически это может помогать, когда тряпка реально легкая. Вот. Насчет жесткости и устойчивости к убиванию, ну, это мы еще проверим, но пока непонятно. Стропы тоненькие. Реально тонкие. И их мало. Если взять в охапку все стропы, то здесь, я не знаю сколько их, но очень мало строп. Это хорошо для сопротивления, уменьшения сопротивления. Но плохо, если ты проехался по ним лыжей. Поэтому везде нужен какой-то компромисс. Так, заборники. Через одну идет жесткость, в одной нету. В принципе, наверное, на маленьких размерах вообще пофиг. Вот, на больших интересно глянуть, там в каждой будет жесткость или все-таки через одну. Посмотрим. Такая же липучка есть для вытряхивания гамна. Хорошая вещь. Вот, от каждого ряда, их здесь 3, идет по 2 стропички всего. Это мне нравится. Хорошая экономия на сопротивление. Триммер простой, как у первого Миража. Его можно вот легко им управлять, в принципе, нет никаких блоков. Обычные рапиды. Приятная мягкая клеванта. Они немножко как бы лучше была она раньше. Ее еще сшивали вот здесь, и она получалась такая открытая, клевая. Но сейчас они просто делают петлю. В принципе, достаточно, очень хорошо лежит в руке. Наверное, одни из самых лучших и приятных клевант, которых я держал. Вот. Ну, в принципе, это не самое важное. Будем смотреть на летные характеристики этого крыла. Okay, guys, see ya. Так, ну пока есть перерыв между слетами, я расскажу свои мысли по поводу Миража RS 8,5 размер. Я уже летаю на нем где-то дня 3-4 подряд, так что, в принципе, какое-то мнение уже сформировалось. В сравнении с Рапидосом однозначно валит гораздо больше и сильнее валит вниз на полностью отпущенных триммерах. По поводу старта, чуть-чуть, я бы сказал, наверное, сложнее на нем оторваться от склона, особенно если он пологий, это штиль, поэтому нужно готовиться бежать сильно и далеко. По поводу свупа, тут еще надо проверять и экспериментировать, но он набирает больше скорости, но хуже летит потом с этой скоростью. И мне кажется, что эффективнее было бы свупить на нем именно на клевантах, потому что задние свободные концы вместе со средними дают небольшой флаттер, как бы вибрацию и потерю скорости, как мне показалось. Но это не только мое мнение, поэтому
Посмотрим еще, полетаем, попрыгаем. В сравнении с первым миражом, как бы ребята говорят, что можно спокойно затягивать на старте триммера полностью, не бояться заднего свала, что его как бы хорошо отодвинули назад. Ну, в принципе, я согласен. Вот. Дальше. По управлению в полете, на свободных концах он явно медленнее реагирует. И на подвеску он медленнее реагирует, чем Rapidos. Вот. Но еще, мне кажется, нужно от заводских настроек немного отпустить клеванты, потому что когда берешь за сшивку, там как бы такое расположение колец, что клеванты немножко поджимаются. Так что я бы сантиметриков на 5 отпустил клеванты, чтобы раскрыть как бы весь потенциал рулежки задними и средними концами. Я считаю, что наверняка найдутся люди, которым летные характеристики Миража РС будут более удобные, потому что он реально сыпет сильнее вниз, и те, кто привык летать на крутых склонах и очень агрессивно именно под большим углом валить вниз, то он им точно понравится, потому что тот же Rapidos, он летает немножечко более полого, и несмотря на то, что у него горизонтальная скорость больше, чтобы валить на нем агрессивно у крутого склона, нужно либо размер брать меньше, ну, либо уже очень хорошо и так профессионально крутиться у рельефа, что требует хорошего опыта. Вообще, как бы свинг молодцы, они здорово доработали первый мираж, вот, сделали более длинные ходы и триммеров, и свободных концов, и очень так приятно нарастает, ну, приближается свал, как бы к нему, конечно, приближаться не стоит в полете, но вот на посадке, когда душишь уже подушку из последних сил, достаточно понятно, где конец как бы этой подъемной силы. Но вообще все впечатления довольно положительные от крыла. Нужно, конечно, привыкать. Мне совсем непривычно и тяжело лететь там проксимити, какие-то линии, особенно бочки крутить проксимити. Все происходит иначе, чем я привык. Но, в принципе, если потренироваться, все будет классно. Сейчас как раз этим и займемся. Ну, в принципе, что я могу сказать? РС-ка очень классное крыло. И цель достигнута, кегли сбиты. Для человека с хорошим опытом, я думаю, очень понравится, особенно скайдайверам, потому что дуга выхода реально очень глубокая, и прямо он так валит, и ты падаешь с ним. Это крутое чувство, но потом нужно уметь использовать эту энергию, потому что вот как я рулю, я просираю всю энергию. Но я думаю, если сделать все правильно, чуть повыше, наверное, чтобы дать крылу выйти самостоятельно из этого разворота, то и слуп будет крутой, и длинный, и все будет классно. Поэтому будем тренироваться, что еще остается делать. Увидимся.